Так, стандартно проверяем IP68. Я его топил 2 раза. Первый раз аудио не записалось, поэтому сейчас вот так делать нельзя. Запоминаем, видео сбрасывается, сенсор под водой не реагирует. Но в целом IP68, подтверждаю, уже топлю 2-й раз. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И вот этого красавца, это Honor Magic 6 Pro, мы сегодня будем с вами мучить. Притом будем мучить и сравнивать с S24 Ultra по съемке, и местами он даже выиграл. Если говорить об этом устройстве, чем оно интересно? В первую очередь, что даже в китайской версии здесь есть все бенды, Google сервисы, русский язык и, как говорится, все дела. Если говорить про его особенности, по мнению DxOMark, он лучший и в экране, и в звуке, и вроде бы даже в вибро, и в камерах. В общем, по полной программе они решили дружить с Honor. Я же скажу, что он неплох, и у него есть свои плюсы и минусы, о которых вы узнаете в роликах. Здесь реальный LTPO экран с простоем в 1 Гц, это хорошо. Мне не хватает Bluetooth кодеков, но об этом вы тоже узнаете в ролике. Если говорить о процессоре, здесь последний Snapdragon 8 Gen 3, и это очень хорошо, что не какой-нибудь там Kirin, хотя Honor это же не Huawei. Если говорить о особенностях, IP68 это круто, но помним, что топить смартфоны не надо, потому что менять вам никто их не будет. Пиковая яркость, никаких 5000 люксов, нит, которые они обещали, я никак не встретил. Может быть, его в печку бросить, но на ярком солнце при плюс 40 градусов он не показывает ничего выше, чем 1100. Притом ночью в помещении, если прожектором через день на него светить, в принципе, 1 раз из 5 он 1700 люксов выдает. Так что очень много рандомного, очень много интересного. Я не назову этот смартфон прям лучшим, но то, что он достоин вашего внимания, однозначно. Чтобы вы примерно представляли, я на него, наверное, 1500 фотографий сделал. Он мне реально нравится. Из них 500 я уже в свою личную телегу скинул, можете посмотреть. И, к сожалению, очень много неудачных фотографий, но если выбирать удачные, наверное, можно притянуть, что это лучший смартфон. Хотя, опять же, по количеству удачных фотографий я скажу, что точно нет. Смотрим. Распаковка. Поставляется Honor Magic 6 Pro в черной обыкновенной коробке из плотного картона. На упаковке есть название модели и краткие характеристики. Упаковка стандартная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на 100 Вт. В глобалке вообще ее не запихивают. И ключ для извлечения слота по 2 нано-сим-карты, разумеется, тоже в наличии. Весит смартфон без чехла 225 граммов. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. К слову, как раз Mi Band я буду разыгрывать завтра. Приходите на Польза стримы. Там я и Honor Magic 6 Pro прожаривал. Заодно увидите, как он себя вел в играх и в остальных моментах с тестами. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Перед началом я бы хотел отметить, что данная модель получила золотые награды от DxOMark в 2024 году за звучание, аккумулятор, дисплей и за камеры. Это прям очень странно. Но не будем. Переходим к смартфону. В продаже есть белая, черная, синяя, зеленая и фиолетовая расцветка данной модели. Дизайн модели мне не столь понравился, как дизайн Honor Magic 5 Pro. Все из-за подобного блока камер. А также теперь фронтальные камеры находятся по центру, а не в левом верхнем углу. И это тоже неудобно. Опять же мне. Собран смартфон адекватно, никаких зазоров. Рама алюминиевая, а тыльная часть данной расцветки ощущение как будто языка кожи. В руке Magic 6 Pro лежит удобно, из рук он не выскальзывает, но пользоваться одной рукой не совсем комфортно. Он, конечно, большой, плюс дотянуться до шторки не так и просто, как кажется. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, притом очень-очень приличный люфт. Довольно непривычно в данном смартфоне это видеть. Разъем USB Type-C в версии 3.1 OTG, за что плюс, разумеется. Быстро файлы будут скидываться по кабелю, как и наличие К-порта и защиты по стандарту IP68. Но вот мини-джека на 3,5 мм не завезли, хотя кому-то он не нужен уже. Далее есть микрофоны и стереодинамики с поддержкой звуковых эффектов DTS X Ultra. Звук, я бы не сказал, что супер топовый, но неплохой, плюс нет никакой кастомизации. Ну и, разумеется, перекос на нижний динамик более чем значительный. Такой вот он лучший звук, по мнению DxOMark. И, к слову, если выбирать по звучанию, iPhone 15 Pro Max или этот, однозначно iPhone лучше. Для Bluetooth аудиоустройств список кодеков достаточно маленький. К слову, установлен Bluetooth
Bluetooth чип версии 5.3, хотя в большинстве флагманов уже пихают 5.4 уже очень давно. Вибромотор, настройка практически отсутствует его, то есть по вибро тоже огромный минус. Ну и разумеется он хуже, чем у тех же OnePlus. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED Full View LTPO дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 2800 на 1280 пикселей. Закругленные края, защитой Honor Nano Crystal Shield, плотностью пикселей в 453 ppi. Ощущаете? Даже плотность пикселей субфлагманская. Напоминаю, что флагманская начинается все-таки от 500 ppi. Ну а мега крутая у Sony 600 с лишним. Частота обновления экрана от 1 до 120 Гц. И здесь настоящее LTPO, потому что в простой экран показывает 1 Гц. Поддержка HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid. Насчет искажения цветов и бликов, они есть из-за того, что экран закругленный. Насчет рамки, вот по моим ощущениям, когда я смотрю на этот смартфон, как будто смарт я в 2022 году покупал, а не в 2024, потому что рамки довольно большие. Либо так сделан экран, что они так ощущаются. Подбородка нет. Пиковая яркость по заявлению производителя космические 5000 нит. Только вот зачем они нужны, особенно на бумаге, потому что по моим замерам яркость пиковая была максимально 1800 люксов. Я ее поймал один раз, при том, что из 4 дней, что я пытался ее ловить с фонариком, под солнцем или еще где-то, смартфон единственное, что сделал, с максимальной яркости в 700 люксов ушел на 1100 люксов, за что я им безумно благодарен. И теперь яркость максимальная 1100 люксов, но пиковую он уже 2 дня мне не показывает никакую. Так что эти 5000 люксов смотрите у других блогеров, может быть у них они найдутся. И к слову, яркость он сбрасывает на 100 люксов при игре, опять же, с 700 люксов. Позавчера и вчера у меня по какой-то причине тоже была яркость максимальная только 700 люксов, а сейчас 1100. Когда я проводил тест на проигрывание видео в YouTube, хотя была включена не автояркость, смартфон сбросил яркость до 400 люксов. Так что все эти мои данные, что он 3% в час поедает при просмотре YouTube, они вилами по воде и белыми нитками шиты, потому что он просто сбросил яркость без автояркости от того, что он в YouTube проигрывал видео. Ну не будем о грустном, я думаю, что пользователи и так в курсе уже. Тест на частоту дискретизации касания показал плохой результат, и в играх мне тач тоже не понравится. Хотя мультитач здесь молниеносный, быстрый. Частота регулировки шима 4320 Гц, шим выше 20% не поднимается, что хорошо, но не идеально. Опять же здесь частота регулировки шима, по-моему, максимальная на рынке, но мы его даже через камеру видим. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, притом он расположен довольно дешево внизу, благодаря OnePlus мы об этом знаем. Завести можно до 5 отпечатков, ко всему несколько раз одинаковый отпечаток зарегистрировать нельзя, это хорошо. Распознавание лица срабатывает быстро и корректно даже под углом, можно завести биометрические данные 2 лиц и 2 лиц в маске. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,3 ГГц. Графический процессор стандартно Adreno 750, притом все это дело задушено, и об этом говорит антутовский тест. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система Magic OS 8 на базе Android 14 версии. Система работает неплохо, русский язык в стоке есть, как и Google сервисы. Для безопасности установлен дискретный чип безопасности Honor S1 для улучшения соединения и не только, Honor S1+. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей, ниже и ко всему еще есть в глобалке поддержка eSIM. В китайской версии, которую я тестирую, ее нет. И на вопрос, можно ли перепрошить как-то или активировать eSIM в китайской версии, я вам отвечу очень просто. Конечно же нет, потому что eSIM это чип, и в китайской версии его нету. Для 4G, что в глобальной версии, что в китайской, все бенды на борту, датчик приближения не подводил, связь Smart ловил отлично, GPS-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm, и переходим к самому интересному. Емкость аккумулятора здесь 5600 мАч, за что плюс, так как в версии 5 Pro аккумулятор 5100, Smart, конечно, молодец. Таких аккумов днем с огнем не сыщешь. PC-Mark он выдал 9 часов 35 минут при максимальной герцовке и максимальной яркости, но про яркость я уже говорил, что он благополучным образом ее потихо сбрасывает. Также и встроенный чип E1 Power Enhanced и система управления питанием Honor. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку до 80 Вт и беспроводную зарядку до 66 Вт. И здесь тоже магия. Смотрите, если вы разряжаете смартфон в нули, когда вы подключаете на зарядку его, во-первых, первый процент появляется очень долго, но он практически моментально активируется. Что это значит? Он у вас загружается через 20 секунд. Не
как, допустим, Asus ROG Phone 8, там через минут 5-10. Вы им сразу можете пользоваться, но вы видите 0% заряда. Нужно, чтобы активировать быструю зарядку, переткнуть кабель питания, потому что иначе он у вас будет заряжаться долго. Но самое обидное, что это не всегда работает. В общем, в целом, если вы не активируете быструю зарядку, то за 13 минут он зарядится у вас только на 20%, а за 20 минут на 37%. Разумеется, вам придется его заряжать больше часа. Если у вас где-то в серединке это получится сделать, то у вас будет примерно минут так 50-час зарядки. Ну а если все пройдет так, как я говорю, что вы сначала его загрузите, он у вас потом подрубится, это быстрая зарядка, за 20 минут он может зарядиться на 69%, и за 42 минуты он у меня зарядился один раз на 100%. Хотя чаще всего он заряжался больше часа. Хотя зарядка быстрая, опять же, смарт моментально заряжается, одного последнего процента хватает на очень долгое время, хотя, опять же, получается разряд неравномерный. При просмотре роликов на YouTube за 1 час уходит 3%, но повторяюсь, что, к сожалению, он сбрасывает яркость. За 1 час в играх в среднем уходит от 18 до 22%, притом яркость он сбрасывает с 7 сотен люксов до 6 сотен люксов. Мы играли в Genshin, мы играли на стриме в разные игры, но здесь тоже магия. PUBG New State у меня не установился. Почему? Потому что нет сертификатов под этот смарт. Может быть, если у вас будет глобалка, под них они будут, но не факт, потому что это Honor. Понятно, что это не Huawei. Ну, я думаю, что ассоциативные ряды у всех работают, и все прекрасно понимают, о чем я говорю. Перейдем к тестам. Тротлинг тест он проходит очень плохо. 174 гипса минимально, максимально 513, и в среднем 410 гипсов при 100 потоках 60 минутах. В Geekbench сколько он выбивает, вы видите на экране. Сколько в синглкоре выбивает, тоже видите на экране. Но хочу отметить отдельно, что в PC-марке он выбивает всего 15 тысяч. Это очень мало. Если говорить про 3D Mark, все было неплохо, если не считать одного неприятного теста. Это Solar Base Stress Test. Здесь он показал устойчивость всего 57%. И это прям безумно плохо. Если даже Wildlife Stress Test показал 66%, и можно было бы сказать, что окей, пойдет, то задушили процессор, и все будет хорошо. Почему задушили? Потому что в Antutu он выбивает 1 миллион 600 с лишним тысяч баллов. И нет, несмотря на то, что они процессор подзадушили, он и тротлит. Опять же, 3D Mark, пусть даже без холодильника, проходит не лучшим образом. Притом Storage тест показал в Antutu просто космические 200 тысяч баллов. Стресс-тест прошел ожидаемо, результаты вы видите на экране, все плохо. Надеюсь, что они его дооптимизируют. Хотя, опять же, они не первый день, и не первую неделю, и даже не первый месяц его продают. Теперь переходим к камерам. Основной динамический сенсор Falcon OmniVision OV-H9000 на 50 мегапикселей с апертурой 1.4 до апертуры 2.0. Оптическая стабилизация, лазерной автофокусировкой и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Да, 8К здесь нет, и да, это OmniVision. Вот так. Сверхширик S5KG N1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса, апертурой 2.2 и макросъемкой. Телеобъектив с перископом Samsung SSL HP3 на 180 мегапикселей с апертурой 2.6, 2,5-кратным оптическим зумом, 100-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией. С фронтальной части мы имеем основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, углом обзора в 90 градусов, автофокусировкой и 3D датчиком глубины. Максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора 4К 30 FPS, при том, что если вы включаете улучшалки, то максимальное разрешение будет 1080p. 60 FPS здесь на фронталке нет. Фронталка с роллинг-шаттером, качество видеосъемки на фронтальную камеру оставляет желать лучшего, однозначно ко всему она снимает с шумами, даже в дневное время. Переключение между камерами с тыльной части не плавное, к сожалению, ко всему нельзя, как в Samsung, переключаться, повторяюсь, во время съемки с основного сенсора на фронталку. Не знаю, как они так сделали смартфон, но это просто нечто лучшее DxO марки. С другой стороны, в моем сравнении этого смартфона с Samsung S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro выигрывает, разумеется, цвета перекручены, стабилизация хромает, плюс видеосъемка смазана из-за подобной стабилизации, и со светом изредка он справляется не столь корректно, как хотелось бы, но все же, по мне, он лучше. С другой стороны, телевик лучше у Samsung. Опять же, тут все зависит от локации, освещения и большого количества факторов. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Как говорится, как тебе такое, Илон Маск? В общем, в целом я снимаю сейчас на Honor Magic 6 Pro и на Samsung S24 Ultra. И вот то, как я вижу, как работают со светом при закате смартфона, разумеется, круче в разы отрабатывает Honor. Ультрашириков, и начнем постепенно двигаться как раз для того, чтобы понять, кто как с светом работает. Ну, то, что я вижу, повторяюсь, у Ультра с 4К 60 FPS на ультраширике, и что я вижу
у Honor. Это прям небо и земля. А Ультра уже получила обновление последнее. С другой стороны, вот смотрите, облака видны сейчас на Ультре, а на Honor облака вот сейчас я их не вижу, хотя они есть. И вот только они появились. Это основной модуль. Точнее, это ультраширик. Врубаем основной. И вот так мы снимаем на основной. Правильные цвета сейчас нигде. Потому что они что-то среднее между Samsung и Honor. Вот сейчас 2.6 и 3 телевик. Можете оценить стаб. Телевик X5 на Samsung и 2.6 на Honor. Я говорю, мне очень интересно, какие критерии, что Honor получается такой эпичный у DxOMark, потому что ну вот сейчас реальные цвета на Samsung. Крутит Honor цвета. Давайте телевики включим. X3 и 2.6. X5, X10, ну это кроп. X5 телевик и X3. Вот по телевикам и по ультраширику я считаю, что Samsung разделывает вообще это устройство по полной программе. Хотя, опять же, смотря как смотреть, и на вкус и цвет все фломастеры разные. Только один момент, который все время все упускают, и для людей, которые снимают, и которым не нужны стоковые программы, он основополагающий. Ты можешь переключаться с основы на ультраширик, на телевик, на еще один телевик и на фронтальную камеру. Да, с потерей звука иногда, но без потери качества картинки. Вот так вы сможете снимать X3. Но вот здесь вообще лютая дичь по телевику у Honor по цветам. Основа то же самое выкручивает. Вот здесь он выкручивает. У Samsung, да, дымка, но без выкручивания цветов. И это считайте, как, конечно, обзор одним кадром, но мне очень интересно, почему все-таки они так зарубились по поводу «Вау, какой классный Honor». Он классный, фото объемное, видео объемное, но очень все близко. И вот так стреляю. Все, не успел. Опять я не успел. Ну и ладно. Основа. Телевики X3 и 2.6. Выкручивание цветов вообще на Honor лютое. Ну что, пожалеем бедный Honor, потому что у него нет 4К 60 FPS на фронталку, посравнивая в 4К 30 FPS. Сделаем вид, что это норм вообще в супер-мега лучшем смартфоне. Хотя, опять же, грамотно разнесено основа с фронталками у них. И, по-моему, по фронталке он не первый. Ну, мне вообще не важно. Я вот само подсвечивание данного устройства не совсем понимаю, потому что, ну, вышли они на Global. И что, у них съемка как-то стала намного лучше. Может, я не прав, может, как всегда, там передергиваю, т.д. и т.п. Но у меня ощущение от смартфона, как будто меня обманули, когда у тебя нет 4К 60 FPS на смарте, который позиционируется как фото-видео какая-то магическая штука. Ну, такое себе. А мы гоним на Samsung, да, что они ничего не меняют. Остальным бы догнать просто их и все в каких-то моментах, пусть даже мелких. Еще немного видеозаписи уже в лучах заката. Ну что ж, закат, вообще уже почти темно, но как-то темнеет довольно долго. Основа, ультраширик. Вы видите, какие розовые пятна получаются у Honor. И свет. Давайте-ка еще разок. Основа. Четче, кстати, мне кажется, хотя непонятно, где четче. Вот это, конечно, та еще печаль, когда непонятно. Телевики X3 2.6.
Ну что, понеслась 4К 60 FPS, съемка с двух рук, ночь. И насчет того, чтобы снимать в 4К 30 FPS, я, конечно, поснимаю, но вы же понимаете, что в 30 FPS плавность будет вообще другой. И если уж говорить про какой-то вау-эффект, то, разумеется, нужно снимать в 60 FPS. Можно, конечно, встать и супер плавно при 30 провести, но это будет совсем другая история, и я не думаю, что большинству она понравится. А насчет данной архитектуры, света и всего остального, мы здесь уже больше года все тестируем. Очень неприятный объект, каждый раз это повторяю, и с точки зрения освещения это просто дичь. То есть столько неприятных ламп на одном участке, при том еще и постамент и каменный конь, и пластиковые, нет, это не пластиковые стекла. В общем, вот так вы сможете снимать ночью 4К 60 FPS на эти два смарта. Притом вы запомнили, да, это была основа. Вот теперь ультраширик. Шим у всего, точнее шум у всего. И вот так, если плавно вести, вы сможете снимать на ультраширик. Притом здесь он мне нравится больше, я даже не знаю у кого. Наверное, все-таки пусть контраст, пусть шума больше у Samsung, но мне кажется, что Samsung лучше справляется. Но, опять же, вы, может быть, не согласны. Теперь Телевик X3 2.6. И давайте-ка медленно, плавно поведем к различным объектам. Как говорится, решать все равно вам. Основа. Мне кажется, самый длинный ролик у меня получится, это этот. Фронталка 4К 30 FPS, те же условия. Да, помним про 30 FPS, что 60 FPS у Honor нет. А вот теперь разница: 4К 60 FPS у Samsung и 4К 30 FPS у Honor. Цифры имеют значение, да, иногда. И еще немного основы. Ночью 4К 60 FPS. Два смарта. Да, мало примеров не бывает, особенно если нашел место, где очень много неоновых вывесок, света. Опа, чуть не выпал смартфон, но не выпал. И вот так сможете снимать ночью. Ультраширик. Ну что же, 4К 60 FPS, лифт, и это основной модуль. Запоминаем. Ультраширик. Какая-то беда у Samsung. Основной модуль. Телевик X3 2.6. Основной модуль. И еще разок ультраширик. Что случилось? Samsung. Вау. Кто бы мне показал, я бы не поверил, а вы бы поверили? И скажите мне, что я зря его хейтил. Ну что же, начнем. Вот смотрите, сейчас две фотографии без того, чтобы показывать, где какой смартфон. Угадываете, где кто? Нет? Все очень просто. S24 слева и Honor справа. Чем отличается Honor? Был закат. И по цветам я не скажу, что один из этих смартфонов прям угадал на 100%. У Honor больше красного, чем должно быть. У Samsung меньше. Но хотя я Samsung постоянно ругаю за ядовитые цвета, если сравнивать с Honor, то это просто небо и земля. Honor выкручивает по полной программе. Как бы вам мягко сказать, что в этой фотографии сказать, что кто-то победил, с одной стороны довольно сложно, с другой стороны довольно просто. Вот достаточно опять же посмотреть, допустим, на лодочки или на здание. Может быть, белина, такая вот а-ля дымка, это и не очень хорошо. Растения, кстати, и здесь в фокусе, заметьте. И этот смартфон поймал. Если говорить про зелень, то же самое. Здесь все неоднозначно. Вот здесь много темного у Honor, у Samsung. С другой стороны, тоже не особо волшебно. Но здесь хотя бы видно у него что. В целом, по мне, вот в таком сценарии использования вечером неприятно. Основной модуль выигрывает однозначно у нас Samsung.
Хотя, опять же, ISO, видите, только 12 он выкрутил по полной программе, потому что уже темно было. Здесь он ISO выставил неизвестно какое. Секрет. Ну что же, здесь теперь фотография поинтереснее. Это у нас Sony и Honor здесь теперь слева. Справа у нас Samsung. И Samsung ISO выставил 160, довольно сомнительно. Но в то же время, вот смотрите, что здесь у нас непонятно что. То есть здесь вот этот вот кусок отражения, он тоже есть и на Samsung, но заметьте, что он меньше. То есть здесь покрашено вообще очень много. Если говорить про какие-то другие моменты по лошадкам здесь, ну, то же самое. По мне здесь выигрывает из-за меньшего количества недостатков тот же Samsung почти. Если бы не вот этот вот кусок, но это испорченная фотография значительно больше, чем фотография испорчена у Samsung. Можно посмотреть то, что со светом сам чуть-чуть хуже сработал. Да, можно посмотреть на, допустим, черепица лучше у Самса по мне. По цветам плюс-минус одинаково. Дымка больше у Samsung, но опять же здесь меньше искажений. Все, как говорится, очень на тоненького. И вкусовщина. Ну что, как говорится, где я моложе, да? Кто там хейтит яблоки за натуральность? Вот зато два 30-летних чувака в 40 лет. Довольно просто определить, что слева Honor, одинаково сглаженные. В настройки, наверное, не залез, просто не исправил сглаживание и все. И как сравнивать подобные фотографии? Ну, наверное, только по вырезу у волос. Ну, цвет не мой волос. Если говорить про цвет футболки, тоже, наверное, паритет. Ни тот, ни другой не угадал. Если говорить про границы, может быть, между пляжем. Может быть, у Honor чуть-чуть более мутная, но плюс-минус по деталям одинаково. Было бы, если бы не волосы, да. Если даже Honor рисовал, то брови все-таки у Honor виднее. Ну и еще одно сравнение. Основные модули здесь. И здесь у нас Samsung слева, а Honor справа. Довольно сложно определить. Опять же, вот тоже два основных модуля. Кто лучше отработал. По рукам, пусть даже рисовал, но Honor более предпочтителен. Потому что у Samsung все в шумах. По деталям то же самое. Но здесь Samsung слил, по-моему, по полной программе, по-моему. Слишком много шумов. То есть все хорошо, но слишком много шумов у Самса. Ну и закончить я бы хотел вот этой фотографией. Разумеется, Honor прямо люто перекрутил цвета, но не об этом я хотел сказать, а о том, что все познается в сравнении. Когда я делал фотографии, мне казалось, вот, допустим, видите, какое замыливание лютейшее на ультраширик по краям, искажение какое. Но с другой стороны есть объем, пусть даже цвета перекручены, пусть с деталями на ультраширике не все волшебно, пусть при приключении все плохо. Объективно, если сравнивать те же самые условия и два девайса S24 Ultra и Honor, я отдам предпочтение по фото и возможностям все-таки Honor. И при том, что понятно, что можно зайти в ручные настройки у Samsung, но также можно зайти в ручные настройки у Honor. И вот эта тема с объемом, она ощущается прямо конкретно. В целом фотки и правда вау. 4К 60 FPS и 16 к 9, но здесь есть и киношный режим сразу. X2, X1, X2 и 6, ультраширик. Ультраширик, конечно, вообще мертвый. Основа хорошо снимает, как и телевик, по мне. И здесь еще есть уничтожение звука и флеш. Это разрешение 21 к 9, основа, ультраширик, X2, X1, 2.6. И можно параллельно делать фотографии, но в отличие от того же Samsung, к сожалению, разворачивать камеру нельзя. Можно ставить на паузу. Ну, потребность здесь только основа. 4К 60 FPS, ультраширик, основа, X2, телевик, ультраширик. Здесь вот нет удобного ПО, есть удобный ползунок. X10 максимум, ультраширик и фронталка. 4К 60 FPS, основной модуль, фотблогинг. Как говорится, главное не останавливаться, да, в еде. Ультраширик, основа, телевик.
Ну что, работает кондиционер, максимальное разрешение для съемки видео и попытка сделать кофе. Опять же, для Honor их будет несколько, для Redmi, на которой я тоже снимаю, она будет одна. Может быть даже несколько, не знаю. Вот так примерно вы сможете в одинаковых условиях обстановки снимать. Почему в одинаковых? Потому что напоминаю, что у смартфонов много одинаковых примеров видео у меня. И один из них, да, это стандартная гейзерная кофеварка. Может быть, не особо красиво, но единообразно. Снимаем, как все это дело вскипает, как это дело отрабатывает с светом. Кстати, несколько раз получается, несколько заходов. И единственное, у Honor мне ощущение смутное. Ну давайте телевик использую. Не надо телевик, основа. Как мне писали, Саня, будь аккуратнее, потому что металл проникает из стенок алюминия. Все это мелочи жизни. Все когда-нибудь будем жалеть о слишком вредном образе жизни. Может быть, даже скоро. И вот расширик, снова телевик. Вот и не понял, как камера у DxOMark стала у Honor по сумме позиций номер один, потому что 4К 60 FPS здесь нет. И может быть в Global версии оно есть, но что-то мне подсказывает, что это не так. И вот так, как она снимает, я здесь даже роллинг шаттер вижу. Может быть, вы не увидите. Притом кадры выпадают только в шум. Это 0.8, это X1. DxOMark, все в порядке? Вы там вообще ошалели? Или их тесты уже никто не смотрит? Ну, с мультивидео вы уже поняли, да? Притом мультивидео поддерживается только в 1080p 30 fps. Телевик. И вот во время заката, как когда включаются фонари, ультраширик, основа, телевик 2.6, основа, ультраширик. Так, я накинул лут, режим профи съемка, может кому-то понравится. И шумоподавление включено. X2. Следующий лут чистый. Вечер. Ночная съемка 4К 60 FPS. Я думаю, будет более чем достаточно, да? Это без лога и лут ностальгия. Разумеется, можно включить лог и потом красить самому. Вот так без покраски вечером будет выглядеть лого. ISO 320. ISO, кстати, в автомате у меня, если что. Это ночь. Лут классика, к сожалению, на фронталку профи не включить на видео. Ну что, 4К 60 FPS, и мы дошли до уровня, когда ультраширик бесполезен. Это основа. Это телевик 2.6. Но здесь тоже сливается все. Смотрите, X10. Основа и ультраширик прям как будто лог накинут. Хотя это вообще не лог. Но основа снимает прилично. Опять же, смотря как смотреть. Что, вы уже очумели от количества видеопримеров в смартфоне, который никому не нужен? Аля. Ну, мы посмотрим по просмотрам, кстати. Надеюсь, что поделитесь. Это телевик 2.6, это основа, это ультраширик.
Так, основа, съемка с одной руки, 4К 60 FPS. И, разумеется, я не буду снимать на ультраширик, потому что вот смотрите, вот это ультраширик. Вот это основа и это телевик. На телевик снимать смысла нет, в движении, не в движении ночью, а на основу. Вы сейчас увидите, насколько хорошо. Разумеется, ни в коем случае так не делать. Я после 2 аварий за 2 года максимально аккуратен. Максимальная аккуратность, правда, это вообще из дома не выходить, ладно, а тут шлем, очень медленно еду, смотрю, что сзади, что впереди, разумеется, без остаточных явлений, без какого-то вида опьянений. И вот так вы сможете снимать в движении с данного смартфона ночью. Я думаю, хватит. Ну что, фильм 4К 30 FPS, 60 FPS не поставить, лут кино, и вот так вы сможете снимать. Не особо эпично, особенно ночью. Но поиграться, опять же, вы сможете и не только с этим смартфоном, а с любым. Просто скачивайте программы и химичьте. Вот сейчас отключил шумоподавление. Вот так, может быть, лучше даже... Нет, вот сейчас включил, вот сейчас отключил. Признавайтесь, все надеялись, что фудблогинга в этот раз не будет. Нет, будет 2.6, основа и телевик. Вот так. Так и живем. Лапшу едим. 4К 60 FPS, еще немного вермишель, лапша обычная. Фудблогинг навсегда. Вы ощущаете? Хорошо снимает, даже телевик. Ультраширик тоже неплохо. Автофокус. Ну что я вам скажу, если вот такая вот дымка, она норма для данной оптики, это уже очень плохо. Почему? Потому что другие смартфоны, смотрите примеры на S24 Ultra, работали здесь значительно лучше. Это телевик, ой, это был ультраширик, это основа, это телевик 2.6. И вот опять же, почему здесь нет колесика, чтобы все это дело удобно передвигать, но здесь есть... Все, хватит. 2 часа ночи, надо снимать уже все-таки раньше, чем в 2, да, ролики. В последнее время 2, 5, 3. Ультраширик, основа, телевик. Все для контента. 4К 30 FPS. Хочу отметить определенный момент. Я помню, когда мне 4 месяца назад спрашивали, а зачем обзор на Redmi Note 13 Pro G5 Pro Plus 5G. А сейчас, на минуточку, этот обзор, который там за сколько, за неделю набрал еле-еле 15 тысяч просмотров, уже 96 тысяч. Почему? Правильно, потому что еще интересно, что они там допилили. А технически они ничего не допилили, тоже касается и Honor Magic 6 Pro. Ничего они в глобалке сделают, ничего, что там сенсоры другие или ПО другое. Лучше что-то сделают, серьезно. В общем, вот так примерно вы сможете на фронталку себя снимать. Насколько это удовлетворяет вашим потребностям, оценивайте сами. А насколько большая разница между подобных устройств, допустим, с девайсами, которые позиционируются как средний сегмент, как раз Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Global Version, я сравнивал с Samsung S24, как там половина коммента какого лешего, как раз с этой точки зрения, когда говорят, что вот там фото одинаковые, 200 мегапикселей там и там. Нет. Ну, во-первых, там в Samsung S24 не 200 мегапикселей, во-вторых, вот они и 200 мегапикселей у Xiaomi. И чего? Где-то там в фотографиях, да, деталей больше, но все должно сойтись в одно. А сейчас вы видите, как, вот сейчас шумоподавление включил, отрабатывает на паузу. И снимать с паузы Honor Magic 6 Pro. Минусы: нет 8К для основного сенсора, нет 60 FPS при 4К на фронтальном сенсоре. Просто безумная проблема с установкой всяких программ. Помимо этого, ненастраиваемые вибро, перекос по звуку, вопрос сброса яркости, вопрос пиковой яркости. Еще много всего, что подкинул нам Honor. Они же лучшие, да? Им главное с DxO договориться. Нет мини-джека, нет возможности расширить карту памяти, вставив microSD. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок
скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. К слову, сейчас Xiaomi 14 в глобалке на Али 68 тысяч стоит. Это прям нереально круто. Там вообще довольно интересный сейл, не забудьте залететь посмотреть сегодня. Тем более он последний день. Xiaomi скидывают свои устройства. Смотрите, мы сравнили его по съемке с Samsung S24 Ultra, но... Опять же, от чего ты будешь танцевать? Если ты будешь танцевать от того, как переключаются модули, ну здесь вообще дичь. Если ты будешь танцевать от того, насколько яркий экран прям яркий, здесь то же самое дичь. Если будешь танцевать от того, что здесь нет 8К, не говоря о 4К 120 FPS, как в Самсунгах, я не могу сравнить здесь 4К 120 FPS с самсунговскими 4К 120 FPS, потому что здесь их нет. Я не могу сравнить модуль в 4К 60 FPS на фронталке Samsung любого с этим, потому что здесь только 4К 30 FPS. Я не могу вам рассказать про то, какой здесь волшебный смартфон с точки зрения, окей, там, вы купите его в глобалке за 1200 евро, а не китайскую версию за 70 с лишним тысяч. От того, что у вас появится там eSIM, ну такое себе. Рандом с зарядкой, рандом с фотографиями, он съедает иногда там половину лица в этих портретах. Можете посмотреть, повторяюсь, в моей личной телеге. Мне безумно понравился этот смартфон. У Honor такая же черта, как у Huawei и в принципе у зеркалок. У тебя есть ощущение объема от фотографии. Но сказать, что он лучший, я вот точно не могу. Он где-то на уровне в каких-то моментах. Но все зависит, как говорится, от методики. Это, как говорится, смотря как смотреть. Если говорить об экране, у меня есть ощущение, что здесь просто огромные рамки, у вас, может быть, этого ощущения нет. У меня есть ощущение, что не ощущение, а притом конкретно искажаются цвета от того, что экран не плоский. Но это другая история, здесь вкусовщина. Зачем они фронталку посерединке вот такую дырень сделали, а-ля Dynamic Island? Ну, я не знаю. Насчет всяких приколов из разряда аодов, безопасности, удаления китайщины с китайского смарта, то же самое. На вкус и цвет все фломастеры разные, но то, что у меня какой-то там PUBG GNU State оказалась проблема установить, и в итоге я его еще и не установил, это знаете, о чем свидетельствует? Это не свидетельствует о том, что я взрослый и больной, и что мне нужен этот PUBG GNU State, а то, что какие-то программы здесь будут не заводиться. Да, вы здесь сможете клоны какие-то делать, но ПО относительно уже сложных устройств, я реально считаю, что ColorOS уделывает вот это дело по полной программе. Самсунговские настройки — это просто космос. В общем, у меня очень много претензий к этому устройству. Если вы фанат Honor или Huawei, у вас реально аксессуары, Honor'овские часы, Honor'овский планшет, Honor'овский ноутбук, must have, идеальное устройство, бежать, покупать, у вас других альтернатив в принципе нету. Если вы сидите на каких-то других аксессуарах, у вас другие, допустим, наушники, то это не идеальное устройство ни в чем. В общем, в целом можно показать, что любой смартфон среди флагманов лучший в каких-то моментах. Но то, что здесь точно не лучший вибро, не лучший звук, не лучший экран, это прям 1000000%. По каким критериям лучше? Наверное, по циферкам. И, скорее всего, по циферкам переводов, а не по циферкам самого экрана. Потому что если ты его тестируешь, ну да, хороший экран. Но не 500 ppi плотность, не яркости в какой-нибудь там в 1800 люксов постоянной при необходимости у тебя нет. Надеюсь, что обзор был полезен. Однозначно глобалку не брать. Резюмирую, брать китайскую версию, если вам смартфон нравится. Все бенды есть. Фоткает классно, видео классно, если не переключать модули. Подписывайтесь на канал с колоколом, подписывайтесь на ТГ скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Смотрите примеры фото и видео. Девайсу, повторяюсь, от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.